Простое, быстрое и вкусное блюдо из кабачков. Давайте приготовим. Заранее промейте маш. 2/3 стакана. Заливаем холодной водой. Посолим. Закрываем крышкой. Оставляем вариться до готовности. У кабачков удаляем хвостики и носики. Разрезаем пополам. Приблизительно килограммчик. Теперь лучок. 2 средних. Нарезаем кубиком. Включаем средний огонь на плите. Вкусно нагревается. Сейчас покажу вам секретик, как жарить на стальных сковородках, чтобы не перегорало. В разогретую сковороду льем капельку воды. Пока не готово. Выливаем еще капельку воды. Теперь смотрите. Вода собирается в горошинки. Начинает бегать по сковороде и биться об бока. Вот когда вода начинает себя так вести, то на сковороде из нержавейки можно жарить. Наливаем в сковородку немного растительного масла. Выкладываем кабачки в сковородку. У этих кабачков нежная кожица, поэтому я ее не обчищал. Чтобы кабачки быстрее приготовились, проколем их вилочкой. Когда одна сторона подрумянится, переворачиваем. После того, как обжарим кабачки, в этой же сковороде обжариваем лук. Посмотрите, к сковородке ничего не прилипло, ни кабачки, ни лук. Когда лук станет мягким, добавляем куркуму. 1 чайная ложка. Выдавливаем 4-5 зубчиков чеснока. Мята 2 столовых ложки. Обжариваем 30-40 секунд. Заливаем водичку. Пока немного. Выкладываем кабачки в сковородку. Добавляем хорошо разваренный маш. Теперь поперчим по вкусу. Пока не солите. Закрываем крышкой. Пусть готовится приблизительно полчасика на медленном огне. Готовенько. Теперь все подавим. Думаю, это будет лучше. Конечно, в пюре превращать не надо. Вот так, немножечко. Так хватит. Теперь добавляем кешк. 1 стакан. Кяшк можно сделать из курута. Возьмите твердые шарики курута, растолчите их или натрите на мелкой терке.
Разведите небольшим количеством теплой воды и тщательно перетрите до состояния густой гладкой пасты. Если курута под рукой нет, из продуктов, привычных жителям СНГ, отдаленно похожей – сюзьма. Это промежуточный этап приготовления курута, соленый сцеженный йогурт. Она похожа на кяшк по консистенции, но вкус у нее гораздо мягче, в нем нет той ядреной концентрированной зрелой кислинки. Очень сухой соленый брынзовый сыр. Если растереть его со сметаной, можно получить отдаленно похожую текстуру и соленость, но аутентичного кисломолочного аромата ферментации будет не хватать. Закрываем крышкой. Готовим еще минут 10. Минут через 5 попробуйте. Если нужно, подсолите. Вот и готово. Подаем это блюдо с маринованным чесночком, оливками, луком, посоленным и посыпанным сумахом. И хлебом типа лаваша или пити. Но можно с обычным. Попробуем. Друг, благодаря твоим лайкам и комментариям YouTube будет продвигать наш канал. Если тебе нравятся наши рецепты, не пожалей пару слов, чтобы поддержать наше развитие. Класс! Обязательно попробуйте. Будьте счастливы и приходите в гости снова.